Что, друзья, всем салют, добро пожаловать на канал про путешествия. В этом выпуске мы немножко сделаем обзор на отель Алая, который находится у нас в деревушечке недалеко от региона Алания, да, ну или Алая, как раньше крепость называлась, в принципе, в предыдущем выпуске про Турцию я об этом говорил. Ну о чем мы, в общем-то, поехали! Как вы заметили, в отеле по вечерам проходят потрясающие такие мероприятия, как танцы, а также живая музыка, конечно же, не может не радовать. Но начну с того, во-первых, это семейный отель. Вот прямо сразу. Семейный, большой ярлык такой. Но при этом его можно еще и как бизнес-отель представлять тоже. То есть, почему нет? В этом отеле есть конференц-залы, довольно неплохие. Ну и, конечно же, проводить свои какие-то бизнес-встречи в этом отеле, в принципе, вероятно. При этом отдыхать. Единственное, сразу сообщу, то есть, если вы хотите ехать компанией, да, большой, или же просто вдвоем отдохнуть, повеселиться, то сюда я вам не советую ехать. Так как расположение этого отеля довольно-таки не близко. Даже ехать, если на тот же рафтинг, джип-сафари, то 2-2,5 часа. Это еще в зависимости от того, сколько отелей будут собирать. Поэтому, друзья, здесь в любом случае нужно это понимать. С положением, друзья, мы в принципе уже разобрались, то подойдем также еще и к питанию. Это, я считаю, довольно-таки важный пункт в отдыхе, чтобы было сытно, вкусно, приятно. Здесь могу прям вот посоветовать вам рыбный ресторан, потому что очень все насыщенно, приятно. Единственный нюанс за период, который вы будете отдыхать в отеле, у вас только один раз бесплатное посещение этого ресторана будет. Поэтому учитывайте этот факт. Но вернемся, наверное, в основной ресторан, где всегда все включено. У вас проходят завтраки, обеды и ужины. Сразу на входе свежевыжатые соки. Ребята встречают, класс показывают. Так что вас всегда здесь будут рады видеть. Вот, кстати, в плане персонала здесь довольно-таки все приятные, милые, улыбчивые и всегда готовы вам помочь. Выбор, конечно же, по питанию, как всегда в 5-звездочном турецком отеле, обширный, шикарный. Единственный нюанс, я как гурман говорю, колоритность вкусов довольно-таки низкая. Выбор большой, колорит маленький. Поэтому, друзья, прилетайте на питание, не жалуйтесь. Можно, конечно, в каких-то кафе и ресторанах найти что-то особенное, но это уже за дополнительную стоимость. Поэтому здесь вот на все включено. У вас такой выбор, как вы видите. Несколько вариантов хлеба выбрать, несколько вариантов колбас, каких-то дополнительных сладостей и так далее. То есть все, как всегда, в большом турецком отеле. Это, напомню, 5-звездочный отель, поэтому здесь выбор достаточный. И, конечно же, что не может не радовать, не оставить без внимания, это при выходе из ресторанной зоны можно подойти еще к повару, то есть это на зоне бассейна, и попросить приготовить. Обычно готовят янтык, это турецкое блюдо, очень приятно посидеть возле бассейна и, в принципе, покушать. Или же подойти и попросить скидать вам сэндвич без проблем
вам его обжарят, сделают с колбасой. Единственное, вот колбаса мне здесь не очень нравится. И отправиться, в принципе, на пляж, что сейчас мы и сделаем. Ну а по дороге на пляж, как мы уже все видим, с правой стороны у нас шикарный большой бассейн, у которого можно на шезлонгах посидеть, позагорать, когда солнце активно, да, и, в принципе, искупнуться. Все кустики, вся территория в зелени, все кустики подстрижены ровненько, красиво. Также есть специальные стенды, на которых вы можете посмотреть дополнительную информацию, где что находится, когда будут проходить ближайшие мероприятия, и все в этом духе. Но мы с вами отправляемся дальше, в сторону пляжа. Хотелось бы большое внимание сразу обратить на то, что чуть дальше этой территории находится еще один бассейн, небольшой, на нем практически никогда нет людей. Так что имейте это в виду. Если захотите уединиться, то, в принципе, можете спокойненько пройти к этому бассейну. Ну а мы с вами отправляемся дальше, в сторону пляжа. Идти до пляжа нам порядка 10 минут, а то и 15, если вальяжно, конечно же, идти из самого номера, допустим. Но а так, в принципе, можно и за 5 минут дойти обычным шагом. У нас начинается потрясающий коридор, который весь из цветов, достаточно долго по нему нужно идти, и довольно-таки востребован обычно у прохожих для фотографий. Слева у нас мойка с уборной, справа стенд с информацией, также справа вот этот бар. То есть мы сейчас до 10 часов утра выходим к пляжу. Как видите, пляжная территория тоже довольно-таки маленькая, и довольно-таки постоянно востребована туристами, и, соответственно, мало шезлонгов свободных остается. Если не успели, то, увы, к сожалению, вы на первой линии точно не полежите. Учитывать момент стоит, что это утро, и все уже вот на пляже практически, в полдень, так тут вообще кипиш начинается. Также, то есть, стоит обратить внимание, конечно же, это вода. Это пляж. Пляж у нас, как видите, песчаный, что редкость для Турции, то есть это Алания все в основном. С другой стороны у нас тоже отель, тоже пляж принадлежит отелю, только уже другому, и, как вы видите, очень много гостей, особенно с детьми, прямо вот очень-очень много, поэтому я, честно говоря, так отдыхать не люблю. Чуть подальше отдаленность, и вы наблюдаете сразу мыс небольшой такой, выступ, да, и, собственно, рыбка. Здесь ее прикармливают, можно тоже покормить. Бывают прям такие большие рыбешки проплывают, очень-очень здорово. Бар у нас открывается с 10 до 18:00. Соответственно, можно взять себе здесь пиво, какие-то дополнительно другие напитки. Это водичка, соки, фрукты. Ну, то есть, в принципе, можно себя чем-то порадовать. Разговаривают на баре только на турецком и немножко на английском языке. На пляже проводится водная аэробика, можете тоже, в принципе, поучаствовать. Это от соседнего, правда, отеля, но я думаю, никто разницы и не заметит, в принципе, если вы присоединитесь. На пляже разносят коктейли, $4 один коктейль, можете также приобрести, если есть желание. Я считаю, честно говоря, $4 за коктейль на пляже, ну, такое себе дороговато. Далее, что еще интересного, это то, что на обратном пути бассейн, который, я думаю, что
безлюдный практически, оказался достаточно-таки людным. Поэтому имейте тоже это в виду, что отдохнуть прям так в уединении здесь, к сожалению, не получится. Также водная аэробика на основном бассейне комплекса проводится. Также можете, в принципе, поучаствовать. В общем и целом, также можно подойти на бар. Здесь все включено, конечно же, весь алкоголь. Бар у нас находится рядом, получается, с основным бассейном. И можно, то есть, заказать какие-то безалкогольные коктейли или алкогольные. Это уже на ваше усмотрение, конечно же. Менюшки все стоят. Ребята все помогают, подсказывают, если задаете им определенные вопросы, конечно же, не на русском языке, они вот не очень понимают на русском, ну так, чуть-чуть. Вот, но, то есть, коктейли довольно-таки приятные, вкусные, хорошие, можно даже с собой забрать. Все, забираем бутылку и пошли. Да, можно, кстати, забрать бутылку. Да? Да. О, наш милкшейк. Давай эту трубочку. Вот эти вот. Тут Спайдермен. Бомба? Конечно же, на территории отеля также есть замечательный такой амфитеатр, я бы сказал. Напоминает немножко Аспендас. Может быть, кто-то слышал, а может нет. Это шоу, где огни Анатолии проходят. Очень интересное, очень приятное. Я бы с превеликим удовольствием тоже видео сделал, но, к сожалению, когда я был на этом шоу, это было очень давно, и видео у меня очень плохое сохранилось. Это еще в 2018 году. Также внутри немножко, получается, есть различных вкусностей зона, различных таких десертиков. Можно также набрать, присесть, покушать. Это все также недалеко от бассейна, то есть, но только под крышей. Далее, то есть, можно выйти на улицу, и недалеко от бассейна уличное кафе, немного под крышей заведена постоянная очередь сюда. Здесь можно взять, перекусить, печенье в клеточку, картофель фри, мясо, еще что-то в тандыре испекут вам дополнительно, соусов наложить, множество различных салатиков там и так далее. То есть частично самообслуживание, частично необходимо ждать, когда вам приготовят. И плотненько, опять же, накидаться. Короче говоря, здесь что я могу определенно сказать насчет еды, прям вот просто уесться можно, честное слово. Вот просто есть каждыми днями нескончаемая еда, так же, как и напитки алкогольные и безалкогольные. Все это, представьте себе, все включено. А недалеко отходишь от этого замечательного места, и бабуля предлагает вкусняшки тоже. Такие штучки. Заказала у меня Катя с сыром интересную такую вот вкусненькую штуку. Я, честно говоря, даже не знаю, что это. Рядом расположены беседки, в них можно присесть, за исключением вот где бабуля здесь стряпает. Это, ну, честно говоря, круто вообще, что они так придумали на самом деле. Если вам понравилось, тоже пишите в комментариях вообще, что это такое, потому что я, честно, не знаю, что это. Лепешки с сыром, и, ну да, круто.
Вот, собственно, как-то так. Ну, такая милая бабуля. Если понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх и пишите комментарии. Далее, после того, как наелись, напились, нагулялись по отельной территории, сходили на пляж и так далее, развлечений куча, как вы понимаете, отправляемся через дорогу от отеля в аквапарк. Аквапарк работает с 10 до часу и с 2 до 5. Далее, то есть, можете, в принципе, просто погулять по территории. Также есть Kids Club для детишек, есть поле. В теннис можно порубиться, так что, ребятки, пушка. И это все включено, все это в вашу стоимость. В аквапарке также бабуля сидит, катает эти лепехи. В общем-то, это прям обжиралово на самом деле. Я уже не буду стесняться говорить эти слова. Можно также подойти еще накидать себе, покушать чего-нибудь, взять себе дальше мороженое, попросить. Мороженое здесь, в принципе, классика. Это банана, клубника, шоколад, ваниль. Такие вот варианты. Ну, конечно же, не из козьего молока, ну и не из верблюжьего, но довольно-таки тоже приятно. Далее только отходишь от кассы, тебе снова предлагают еду. Да. Далее, когда ты уже объелся, накупался вдоволь в аквапарке, решаешь вернуться все-таки в отель и посидеть, отдохнуть от этих интенсивных упражнений, поедания и купания, натыкаешься еще и на небольшое развлечение в виде стрельбы из лука. Пострелял, пошел дальше. Возвращаешься на территорию отеля, а тут спа-процедуры. Ну почему не заглянуть, когда они просто какие-то спа-процедуры тебе входят, во все включено. По дороге замечаешь бар небольшой. В баре в этом, то есть можно заказать кальян, покурить и коктейль. По коктейлям цена будет в конце, а, собственно, по кальянам не скажу. Свои предположения по ценам пишите в комментарии. Мне будет тоже интересно. Вообще, в принципе, в Турции кальяны недорогие. Единственный нюанс, что они ужасные. Я бы не советовал курить в Турции вообще кальян. Очень редко найдешь стоящий кальян, что прям действительно хорошо забили его, хорошие угли сделали. Вот, собственно, как-то так. В бесплатные процедуры спа у вас входит, это, конечно же, парилочка, можете посидеть, можете искупаться в бассейне. В принципе, все как всегда. Можно даже на камне 36,6 градусной температуры разогретом, да, под температуру вашего тела в хамаме полежать. Но по поводу массажа, вам его только за $45 с человека сделают. Поэтому это такие минимальные процедуры, вы можете находиться там, но без массажа, я считаю, это не то дело, потому что когда тебе в хамаме тебя прям вот специальной перчаткой натирают, это, конечно, что-то. Мне очень хамам нравится. Кому тоже нравится, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии вообще. Любите хамам, когда последний раз были. Я был последний раз, наверное, года 2 или 3 назад, поэтому, к сожалению, моя любовь вот не настолько сильная. На этом выпуск мы будем подводить уже к концу, поэтому обязательно подписывайтесь. Дальше будет еще интересней. Буду стараться что-то новенькое снимать. По поводу Турции. Лететь туда на сегодняшний день, я считаю, это дорого. Кто также считает, пишите в комментарии, потому что я у многих блогеров смотрел информацию, что цены упали, дешево в Турции. Но на самом деле на
сегодня это дорого. Я любую цену могу назвать вам и сравнить ее, почему дорого, из-за чего так. Так что в комментариях мы можем с вами еще и пообщаться. Всем рад, до скорых встреч!